Alya. Cihan! Hayır Cihan, hayır! Milan. Sana karılık yapıyormuş gibi ne diye afra tafra yapıyor bu? Anne. Çünkü oğlunuz beni kandırdı. Çünkü seni seven kadına saygısızlık etmek istemiyorum. Çünkü aldatılan ben değilim. O. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что сделает Аля, когда увидит, как Джихан и Майн обнимаются, и услышит, как Джихан плачет, обнимает ее и говорит: «Я люблю тебя и не могу жить без тебя». Как Джихан объяснит Алие тот момент, когда его застали с Майн? Попытается ли Майн снова покончить с собой ради Джихана? У Гэйжи Садакат всегда будет кто-то в жизни Джихана, может быть кто-то, кого можно любить, но насколько тяжело женщине попасть в такую ситуацию? Как отреагирует Аля на ее предложение немедленно развестись с ним? Захочет ли Алья развестись с Джиханом из-за разговора Садаката с Альей? Смогут ли Кая и Зерин пожениться? Почему Шахин попал в тюрьму? Кто послал пулю в Фидана Альбора? Почему Аля сняла ожерелье, подаренное Джиханом? Почему Джихан злится и сеет хаос? Что сделает Джихан, если Аля захочет уйти? Расскажет ли Джихан всю правду открыто, чтобы не потерять Алью? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан рассказал Алие всю правду и убедил ее, что чувства Майн безответны, чтобы он мог вернуть ее и пойти за ней, когда она пойдет на свадьбу Каи и Зерина и станет еще одним свидетелем, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. В конце концов Алье придется столкнуться с правдой лицом к лицу, хотя она этого и не хочет, и эта правда будет очень болезненной. Хотя в глубине души он подозрителен, он хочет думать, что между Джиханом и Майн ничего нет, но когда Майн, напившись, теряет контроль над собой, он все узнает. В этот момент, когда она встречается взглядом с Джиханом, она тут же отходит и идет в ванную, чтобы взять себя в руки. Потому что он не хочет раскрывать свои чувства к Джихан. Как только она немного поправится, она покинет банкетный зал, не взяв с собой Джихана. Как бы Джихан не пытался поговорить с ней, Аля не захочет его слушать и вернется в особняк. Несмотря на то, что Джихан пытается подойти к Алие и объяснить ей все предельно ясно, Аля, к сожалению, каждый раз отказывается его слушать. Джихан будет очень расстроен, если Аля увидит их в таком состоянии. Потому что, хотя раньше у него были чувства к Майн, сейчас он ничего к ней не чувствует. Джихан, который безумно влюблен в Алью, начнет усиленно думать о том, как заставить ее простить его. Маю быстро заберут оттуда и доставят домой по указанию Джихана. Надеюсь, Майн, которая слишком много выпила и напилась, не попытается снова покончить с собой, потому что Джихан не заботится о ней и не хочет ее. Джихан предупредит своих людей быть осторожными и не оставлять Майн одну, чтобы избежать неприятностей. Аля больше не может терпеть Садаката, который снова ее критикует и скажет, что Джихан обманул ее и что у него есть другая женщина, с которой он встречается. Как всегда, госпожа Садакат будет настаивать на том, чтобы Аля рассталась с Джиханом, говоря, что такие вещи всегда будут происходить, либо вы расстанетесь, либо привыкнете к таким ситуациям. Хотя Аля на мгновение удивляется, как Садакат, будучи женщиной, может говорить так спокойно, она подумает, что от нее ожидают таких действий и начнет серьезно думать о разрыве. Аля и Джихан, которые любят друг друга, больше не смогут скрывать эту любовь. По крайней мере, теперь Джихан начнет выражать свои чувства. Хотя одна сторона Альи не хочет расставаться с Джиханом, другая злится на него за то, что он ее обманул, и она будет очень нерешительна. Как вы думаете, доктор отомстил Джихану? Сможет ли он подобраться к Угуру? Если произойдет такая ситуация, Джихан может вести себя более агрессивно. Алия знает о чувствах Джихана к ней, она не сидит сложа руки и может воспользоваться этой ситуацией. В это же время Кая и Зерин, одна из невозможных любовниц в нашем сериале, завершат все приготовления и поженятся благодаря Кадиру.
Когда они поженятся, Аля поедет к ним вместе с Кадиром, потому что она обещала быть свидетельницей на их свадьбе. Джихан, который с подозрением относится к Кадиру, заметит, что они исчезли, и тайно последует за ними. Он ворвется в дом во время подготовки к свадьбе. Пока Зеррин и Кая беспокоятся, что их брак распадется, Джихан будет сидеть рядом с Алей в качестве второго свидетеля на свадьбе. Они будут рядом с влюбленными и позаботятся о том, чтобы они уехали отсюда как можно дальше. Они сделают все возможное, чтобы помешать Сидату Нурханоглу и его племени найти Каю и Зеррин. Шахин сядет в тюрьму, так как из-за финансовых трудностей не получил кредит в банке, где работает муж Нари Аскан. Когда Шахин попадет в тюрьму, Аскан наберется смелости и попытается изнасиловать Нари. После этого неприятного события Нари не захочет делить с ним один дом и захочет развестись как можно скорее. Чтобы Садакат Ханем не пошла против нее, она может поделиться этими событиями со своими братьями Джиханом и Алией и получить от них поддержку. Когда Шахин попадет в тюрьму, его мать, Фидан Ханем, получит коробку с патронами от семьи Сидата Нурханоглу. Я думаю, это значит, что если он не поговорит с Зеррин и не расскажет ей, они его убьют. Госпожа Фидан будет очень расстроена и измотана, когда останется совсем одна и беспомощна. Аля снимет ожерелье, которое Джихан подарил ей, и оставит его на столе Джихана. Хотя она думает, что ее предали, узнав, что на самом деле ее предал Джихан, Аля очень расстроится. Аля, которая дистанцируется от Джихана, попытается проложить для себя новый путь. Когда Джихан находит ожерелье на своем столе, он очень злится и идет спросить Алью, почему она его сняла. Когда Аля говорит ему, что он больше не представляет для нее ценности и что она думает о разрыве с ним, Джихан возвращается в свою комнату и в гневе выбрасывает все вещи. После того, как Джихан успокоится, он обязательно настоит на разговоре с Алей и убедит ее заговорить. Когда Алия скажет, что слушает ее, Джихан скажет, что хотя Алия умоляет и умоляет, она полна решимости и хочет забрать Денис и покинуть Мардин. Когда Джихан не убежден Альей, он может подробно объяснить глубину своих отношений с Майн и признаться, что это односторонняя любовь и что он не смотрит ни на кого, кроме Альи. Если это признание последует, Аля сможет сказать, что она тоже влюблена в Джихана тем же чувством, что и в тот момент. Если это произойдет, то никто уже не сможет разрушить эту любовь и разлучить их. Джихан может сказать Алие, что отец Барана, Экмел, чтобы в дальнейшем между ними не возникло никаких проблем, но он также может сказать ей, что они определенно не смогут тронуть Денис. Причиной, по которой она это сказала, могло быть то, что Аля сказала: «Ты что-то еще от меня скрываешь, скажи мне сейчас, если я узнаю позже, на этот раз пути назад не будет». Как вы думаете, будет ли признание в любви от Алии и Джихана? Перестанет ли госпожа Садакат давить на Алию? Откажется ли Майн от Джихана? Доктор. Спросит ли Угур у Алии, почему Джихан хочет отдалиться от нее? Доктор Джихан, поскольку он не может отправить Угура в другую больницу, сможет ли он отвезти Алию в другую больницу? Поймают ли Зеррин и Каю? Будет ли госпожа Фидан убита семьей Сидата Нурханоглу? Продолжит ли он жить в одном доме с Нари Аскан? Как Джихан накажет Кадира, когда выяснится, что он помог Кае? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.